So I set out across that way, strike them down to make them pay. Всем привет, дорогие друзья! Как вы помните, за последние полгода мы вложили в эту машину просто невероятное количество денег для того, чтобы она круто выглядела. И сейчас, когда эта машина действительно смотрится не как обычные Жигули, а как какой-то стильный автомобиль, мы хотим сделать так, чтобы эта машина и технически тоже соответствовала внешнему виду. Поэтому 1 месяц назад мы заказали из Владивостока новый мотор за 150 тысяч рублей, и сегодня мы начинаем его установку. Это будет невероятно крутой и интересный процесс, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. My evil ways. Как вы можете догадаться, нам предстоит большая работа. Я думаю, этот процесс займет не меньше месяца точно, с того момента, как мы сегодня начнем доставать двигатель, и до того момента, когда мы сможем уже наконец выехать из бокса и проверить наш новый мотор уже на практике. Расскажи, какой у нас будет порядок действий? Разбираем всю переднюю часть, снимаем капот, максимально отключаем все от двигателя и вытаскиваем его. Максимум просто. Ну, сколько отъездили на этой машине, вообще не жрет масло. Ни на миллиметр не сместил. Вот Жигули единственная нормальная машина получается. У меня все тачки жрут масло. Самое что интересно, как у нас прокладка вот была мокренькая, так она и мокренькая, но масло-то максимум. Два часа работы позади, практически закончили отсоединять все навесное, соответственно, скоро поднимем машину и начнем уже конкретно избавляться от этого двигателя и коробки. Мне нравится Тёмина тактика, просто, вы не понимаете, он разбирает, он такой довольный, что-то тут отрежет, тут отломает, тут что-нибудь вырвет. Мне кажется, даже я бы менее трэшово разбирал тачку, чем ты. Хотя у тебя такой педантичный, по идее, должен быть подход к этому всему. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of that, with the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider. Наконец-то настал тот момент, когда мотор находится отдельно от автомобиля, и теперь у меня возникает только один вопрос: что мне с ним делать? Как думаешь, за сколько его можно продать? Я думаю, 1010 рублей он, конечно, стоит. Хотя у нас здесь поставлено новое сцепление. Но, ребят, после последнего дрифта она тоже немножко подизносилась, хотя это оригинал Жигули. В общем, я думаю, что над ним нужно поставить какой-нибудь интересный эксперимент. Пишите в комментарии, если у вас есть идеи. Ну, в общем, мы придумаем, что делать с этим мотором, друзья. Но сейчас хочется отметить то, что здесь очень мало места. Ну, как бы его, конечно, достаточно, но по сравнению с той же BMW или чем-то еще, здесь будет очень тяжело найти достаточное пространство для того, чтобы вставить сюда то, что мы планируем. Смотри, сохранилась даже шумоизоляция. Ну как тебе сказать, она так себе выглядит. Нет, сохранилось это сильное слово для этой ситуации. Выкинь ее, пожалуйста, я тебя прошу, потому что мне кажется, именно эта штука является причиной того, что наш автомобиль гниет. Теперь единственным вопросом остается только, как засунуть сюда, в это маленькое достаточно пространство, более мощный и объемный двигатель. То есть мы примерно рассчитали то, что если здесь немного подпилить, то он в целом должен подойти. Но на данный момент ситуация является примерно такой же, как было с лимузином, когда у нас две половины, и мы не знаем, как их правильно сварить. Вот здесь что-то похожее. Главное, мне волнует еще жесткость кузова, потому что все-таки она не рассчитана на данный двигатель. Первое, что произойдет, вот эти два лонжерона, вот они идут параллельно, да, они просто вот так вот с винтом свернутся просто, и все. И мотор у нас так сделает ноги налево, через капот. В общем, друзья, понятно, что нас ждет много проблем, но сейчас нас волнует только то, что нам нужно разобрать все, что осталось, и начать подготовку к установке нового двигателя.
теперь, когда наш моторный отсек пуст, нам нужно заняться подготовкой салона для установки нового двигателя. Я так думаю, что мы сейчас все разберем, мы снимем двери, снимем лобовое стекло. Просто мы должны сегодня разобрать все до металла, чтобы у нас осталось только железо, только кузов, без всяких проводов и всяких торчащих элементов. У нас, можно сказать, машина вернется к изначальному первозданному виду, в котором мы ее сможем грамотно переработать, так как это должны были, по идее, сделать конструкторы, и довести до ума. Я бы сказал, это будет конвейерное состояние, знаешь, когда на конвейере машины идут, собираются, вот у нас должен реально каркас просто остаться, который мы будем дорабатывать. That's who they're reaching out, especially to the man that we know say, who are the woman that we are promoting. You see what I say? Yeah, I don't know. A special request them, I'm gonna play them tune them today and them way. I got school up the long time, let's not know. House of the days are coming. Yeah. Вы знаете, друзья, чем мне нравится дербанить машины? Потому что мне это доверяют. Вообще у «Жигулей» очень удобное заднее сиденье. Если бы не передний, в который ты упираешься ногами, было бы очень круто. Вот, например, сейчас здесь сидеть реально комфортно. Вообще «Жигулям», я думаю, что надо эволюционировать в сторону беспилотных машин. Ну реально, пришел, сел, нажал, она сама тебя везет. Я бы не сел в беспилотные «Жигули» ни за что, просто ни в коем случае. Раздербанили уже пол салона. Здесь начинает все выглядеть так, как будто бы произошла какая-то Вторая мировая война. Но это еще далеко не все, потому что мы избавимся от торпеды, руля, ковролина и вообще всего остального, что здесь есть. Мы будем крышу разбирать? Нет, крышу мы оставляем, она нас вообще не интересует. Самое интересное то, что все болты просто идут в одну коробку, и как мы по итогу будем определять, какой из них откуда там появился, тут может помочь только Тёмина память. Но половину болтов снимаю я, поэтому Тёма тупо не может это запомнить. По истечении 2 рабочих дней у нас абсолютный вакуум под капотом и в передней части салона. Не считая вот этой вот кучи смешанных между собой проводов, в целом все выглядит практически как это было на заводе. Наш автомобиль теперь готов принять в себя новый силовой агрегат вместе с коробкой автомат. Да, конечно, мы что-то где-то доработаем, что-то подрежем, подпилим, приварим. Тут все будет переработано, перерезано. Ты посмотри, куда. Вот сюда коробка автомат, она будет до конца машины стоять. Ну это хорошо, меньше кардан, меньше проблем. Цитата великих людей запишем. Да? Ну и теперь, друзья, самый интересный момент, потому что сейчас мы расскажем вам, что за мотор мы будем ставить в Blackjack. Это у нас JZ, 100 тысяч километров пробег, 150 тысяч рублей и больше месяца. Мы ждали, когда он приедет к нам из Владивостока. Это самый легендарный тойотовский мотор. У него 6 цилиндров в ряд, самый надежный, самый неубиваемый. И мы так решили и подумали, померив наше место, пространство в автомобиле, что мы реально туда его поставим. Причем самое интересное то, что этот мотор у нас будет с коробкой автомат. Соответственно, самая главная проблема «Жигулей» вот эта вот хрустящая вторая, гудящая третья и неработающее сцепление теперь канут в прошлое. Я так понимаю, то, что у нас, когда мы все это соберем, ну мы, наверное, из 5 секунд выйдем все-таки. Ну, я надеюсь на это. Мы соберем нормальную атмо-версию на где-то 200 лошадиных сил. У нас весь вес это сейчас будет двигатель с коробкой. Все практически готово. Инженерные расчеты оказались верны. Мотор влез в наш автомобиль. Даже несмотря на то, что нам пришлось вырезать огромную дыру между моторным и салонным отсеком. Ребята, это полбеды. То, что мы все разрезали, запихали. Теперь самое главное, это все подключить, поставить, чтобы это все работало. Вернуть обратно рулевое, тормоза. Как ты думаешь, сколько времени, вот с того момента, когда у нас мотор в принципе уже находится в нужном месте, и мы поняли, что подошел, пройдет до того момента, когда автомобиль начнет ездить?
Я думаю, первый запуск будет дней, наверное, через 10. Первый запуск двигателя. А обкатка, ой, слушай, продлится, наверное, еще месяц, когда мы будем понимать, что что-то где-то не так, где-то что-то пригорает. Тут ты ногу обжег, а выхлоп, который идет просто такой прямоточный, суровый. Сейчас будет очень хорошая печка, потому что ты сидишь буквально на двигателе. Просто как это регулировать, вот эту подачу тепла, как в «Жигулях» раньше, идет всегда и все. Ну, в общем, друзья, как вы поняли, нас ожидает действительно долгий процесс. Не забывайте то, что наши друзья Автопрофи-сервис приютили нас для этого ремонта. И если вы не знаете, где ремонтировать машину, то обращайтесь именно к ним. Вся подробная информация будет в описании. Ну а на этом все. С вами были Артем и Илья. Увидимся.